Живя в своем привычном кругу, мы порой не догадываемся, что окружает нас вне нашего обычного периметра. Зачастую мы стремимся к стабильности, понятному и очевидному, боясь выйти за ту зону комфорта, которую считаем для себя идеальной. Но истинное понимание, прогресс ума и интеллекта начинается только после познания неизвестного, когда мы не боимся сделать шаг вперед. Всем привет, меня зовут Стрэндж, и я верю, что люди должны знать правду. Следующие уникальные сведения получены после хакерского взлома громадного массива данных, скрываемых специальными службами США. Наши аналитики буквально впали в ступор, когда получили приказ интерпретации полученных данных. Это может показаться фантастической повестью, выдумкой, но повторяю, все сказанное далее – правда. Краткое пояснение. Следующие сведения, украденные нашими хакерами, ранее получены спецслужбами США при телепатическом контакте квантового компьютера, усиленного биотехнологиями. Данный компьютер имеет способность в рандомном порядке входить в телепатический контакт по запросу извне. Задание для квантового компьютера, по всей видимости, было следующим: обеспечить устойчивую ментально-кинетическую связь с любым существом человеческого порядка, который в данный момент находится за пределами земного шара, а именно с похищенным человеческим существом, пребывающим на инопланетной базе или корабле. Аналитик держал в руках отпечатанные бланки. Впереди прорва работы. Он и его отдел должны переформатировать уйму данных, диалоги, сведения, полученные при проведении контакта биокомпьютера с неизвестным человеком, который, по всей видимости, попал в плен к инопланетянам. По факту получено более 360 часов транскрибированных аудиозаписей. Начало было положено. Итак, перейдем. Интерпретация номер 1. Диалог. В настоящее время с вами обеспечивается телепатический контакт. Ваше местоположение, состояние, вы можете продолжить контакт. Кто здесь? Я ничего не вижу. Вылези из моей головы. Нет, не надо. Не сопротивляйтесь, прекратите сопротивление, позвольте мыслям течь свободно. Нет, пожалуйста, умоляю, мне страшно. Выпустите меня, я не хочу. Далее будет проведен протокол стимуляции, считывание мыслеформ. Диалог был прерван криком боли контактного лица. Голова взорвалась миллионом осколков боли. Я слышал шипящие, едва уловимые слова прямо в мозгу, которые пытались заставить меня думать, спокойно, наблюдать и передавать визуальные данные. Как я понял, все то, что я вижу именно в данный момент. Я не мог противостоять этому. Голос становился все громче, он заполнял мое сознание, заставлял повиноваться. Вдруг голос замолчал. Это было как удар по мозгам. Тишина. Где я? Я ничего не понимаю. Я помню только вспышку света, в тот самый момент, когда я возвращался с работы на своей машине. В какой-то момент я подумал, что попал в аварию. Тело было подхвачено искрящимися вспышками света. Чувство водоворота, который уносит тебя не вниз, а вверх и как будто в бок. Я задыхался и распадался на части. Сейчас я даже могу сказать, что помню себя парящим над земным шаром в космосе. Это невероятная эйфория и страх, грандиозное чувство свободы и ужаса, пронесшееся в моем сознании за несколько мгновений. Я очнулся. Темнота, рассеиваемая синеватым светом, который шел, казалось, от самих стен. Я лежу, нет. Я стою, но я не могу пошевелиться. Меня удерживают некие силовые поля. Я не чувствую наручников, пут или иного вида фиксации. Я слегка могу пошевелить запястьями, но как только я приподнимаю ладонь, открывая ее от поверхности, она снова возвращается некой силой в исходное положение. В теле озноб и отсутствие чувствительности. Я с усилием сжал кулак и впился ногтями в мякоть ладони. Боли не было. Не было вообще никаких чувств. Передо мной стояло несколько существ. Телами это были скорее люди, чем некто. Но тела были скрыты защитной оболочкой, облегающей всю поверхность. Я оглядел одно из существ. О мой Господь! Это были гиганты, никак не меньше 3, а может и 4 метров в высоту. Лица были скрыты под полусферами. Это были непривычные для моего взора и понимания люди, и мне стало страшно. Они просто смотрели на меня. Одно существо провело рукой по своему плечу. В голову вползали. Нет, не слова, а образы. Целая череда образов.
связанных с этими существами. Я видел себя обнаженным и поднятым в пространстве металлической камеры. А может быть, это и вообще не был металл, а белый пластик, я не знаю. Из стен ко мне под действием неизвестных сил вытягивались кабеля с датчиками на концах. Они касались меня, прижимались, опутывали. Я не помнил этого, но это произошло со мной. Вдруг раздался голос, коверкающий слова на моем родном языке. Взять часть туловища. Я не понял и переспросил. «Моего туловища?» Голос поправился. Вам не грозит ничего опасного. Скоро вы будете времени в вашей жизни. Не говорите, не думайте, делать так, чтобы вы не было страха. Я и правда не боялся. Общался с этими существами на равных. И главное, я ощущал себя в безопасности. Но вдруг произошло неожиданное. Раздался стук, треск. Меня вместе с панелью тряхнуло от удара. Существа, которые стояли передо мной, развернулись ко мне спиной, как по команде. Они подчинялись некой дисциплине и действовали как бы все заодно. Один из них в черной защитной одежде подбежал к стене. Перед ним загорелся свет, в который он погрузил свои руки. Двое других также подбежали к противоположным стенам и сделали то же самое. Четвертый вытянул руку передо мной. Его ладонь была напротив меня. Ладонь размером никак не меньше полуметра. В это мгновение я подумал, что все, конец. Но в голове снова раздался голос. Сначала их голоса не выражали никаких эмоций, уверенно входили в разум, передавали информацию. Но сейчас мне показалось, что голос был обеспокоенным. Будешь уснуть. Я сразу же провалился в сон. Просто черная пустота, в которой я не осознавал себя и не видел снов. Я не знаю, через сколько часов я очнулся. Сон показался мне мгновением. Я не был прификсирован к панели, на которой я очнулся. Я лежал на полу, было очень холодно. Синеватый свет все так же заполнял помещение, но оно было пустым. Мне трудно было встать, я не чувствовал тела. Ощущение, как будто я отлежал ноги и руки. Хотя, в принципе, так могло и быть. Это мог быть и озноб от холода, или же последствия того воздействия, которое было оказано на меня. Потихоньку я перевернулся на живот, подтянул руки и встал на четвереньки. Но встать устойчиво не удалось. Я снова завалился на живот и вперед, ударившись лицом. Боль легким тупым отголоском отозвалась внутри. Я потянул руку к лицу, кровь, немножко совсем. Наверное, я разбил губу. Точно не нос, крови слишком мало. Только трогая свою губу, я понял, что практически ничего не слышу. Звука не было вообще. Никакого. Я потрогал уши, крови не было. Скорее всего, слух восстановится. Я надеюсь на это. Помещение казалось сплошным, без дверей или иного вида выходов. Я огляделся. Чувство собственного тела медленно, но возвращалось. В глазах возникали вспышки. Сначала светлые, как искорки, а потом несколько темных. В эти минуты я еще не осознавал всех масштабов произошедшего. По факту я был на корабле инопланетян, которые из-за каких-то своих соображений перенесли меня сюда. Они обещали мне возвращение, но произошло что-то внештатное, жуткое, опасное для меня. Эй, кто-нибудь здесь есть? Я не узнал своего голоса. Он звучал глухо и тихо, как будто в уши были вставлены пробки. Я просто заорал. Эй! Голос был глухим, как будто уши заложило. Я зажал нос рукой и выдохнул. Еще раз и еще, делая продувку. Слух вроде стал немного лучше, но вокруг царила тишина и пустота. Синеватый свет начал меняться красным. Сначала легким, но все насыщеннее и насыщеннее. Именно в этом свете я увидел, что стена в десятки метров передо мной фрагментирована и выступает вперед прямоугольным участком, как раз врозь с теми существами, которых я видел. Я на непослушных ногах пошел к стене. При этом, при всем я был абсолютно голым. Я не ощущал этого, но теперь чувствовал всей поверхностью кожи. Чувствительность возвращалась ко мне, становилось страшно и холодно. Эй, здесь есть кто-нибудь? Тишина. Я прикоснулся ладонями к выпирающему фрагменту стены. Под моими ладонями в стене стали проявляться вспышки, заключенные под прозрачный материал. Как будто я давлю на дисплей на жидких кристаллах. Я надавил сильнее, но фрагмент стены не отодвигался, оставался неподвижным, хотя мне казалось, что это и есть вход в помещение.
Внезапно стена стала терять свой оттенок. Становилась прозрачной, я мог видеть через нее. В первое мгновение я отпрянул, но после коснулся стены рукой. Рука прошла сквозь нее. Я вынул ее и осмотрел. Руке стало теплее, я снова засунул ее в прозрачный материал, а следом шагнул и сам. Так, я оказался в следующем помещении с громадными сводами. В голове пронеслась мысль. Это чертог. Интерпретация мыслеобразов, аналитический отдел. В следующем помещении контактор обнаружил закрытую камеру с раздвижными дверьми-створками. Между створками лежало тело гигантского человекообразного существа. Тело препятствовало закрытию створок. Закрытая камера была неким вместилищем, в которое вбежали все гигантские человекообразные существа, но тело одного из них не дало камере захлопнуться. В теле придавленного створкой существа в области груди видна громадная рана. Кровь розового цвета. Существо подверглось нападению извне, после чего упало в створ камеры, препятствуя закрытию. Вероятно, на их корабль было совершено внутреннее нападение. Пытаясь спастись, существа забежали в камеру, но не смогли ее закрыть. Впоследствии все существа были умерщвлены. Тела располагались в повалку. Не было попыток бороться за жизнь, попыток выбежать, просто мертвые тела. Защитная одежда цела, сферы на головах тоже. Рана в груди наблюдалась только у существа между створок. Мне было страшно, не по себе, но я вошел внутрь камеры, переступая через огромное 4-метровое тело. Пару шагов я сделал прямо по телу, оно было твердым. Видимо, трупное окоченение. Голым я чувствовал себя неуверенным и беззащитным. Нужна была хоть какая-то одежда. Первое, что пришло в голову, это снять с одного из существ головную сферу. Интерпретация мыслеобразов. Аналитический отдел. Это было вполне обычное человеческое лицо, с большими чертами, громадные открытые мертвые глаза, цвет зеленовато-голубой, кожа бледная, омертвение. Но при жизни она была белой, острый, сильно суженный нос, рот. Контактор попытался приоткрыть рот существа, просунув в него пальцы обеих рук, но не смог. Единственное, что открылось взору, ряд верхних зубов, белые. Один из зубов имел фиолетовый оттенок, вероятно протез. Внутри сферы находились различные приборы, назначение которых неизвестно. В моей голове неожиданно раздался голос, точно такой же, как и у существа, обращающегося ко мне ранее. Я закричал: «Кто здесь? Помогите!» Голос звучал в голове. «Помогите!» Параллельно раздался другой голос, едва уловимый, шелестящий, голос телепатического контакта. Жди. Нам нужна информация о корабле пришельцев. С вами снова Стрэндж. Если вы думаете, что это не доказательство существования инопланетян, то вы правы. Доказательств намного больше, и на нашем канале мы раскроем все тайные доказательства их присутствия. Подписывайтесь на канал и высылайте мне на почту свои истории, связанные с пришельцами. Контакты вы найдете в разделе о канале. Вместе мы заставим власти всех стран раскрыть всю имеющуюся у них информацию. И я думаю, вы догадываетесь, что продолжение этой истории уже совсем скоро появится на нашем канале. Ведь люди должны знать правду.